Здравствуйте, дорогие любители вязания! Привлек мое внимание вот такой узор. Этим узором связан свитер из журнала «Сабрина» номер 11 2022 года. Я связала образец, который мне очень-очень нравится, и хочу поделиться с вами, как вязать такую красоту. Я не буду долго рассказывать. Вот схема узора. На схеме показан весь центральный узор в этом свитере. И я связала точно по схеме. Ну, по краям добавила петли платочной вязки на свой образец. А мы сейчас с вами свяжем только часть этой схемы, потому что листочки повторяются, шишечки повторяются. Я не вижу смысла вязать весь узор 42 ряда в высоту и 31 петля в ширину. Просто одно и то же. Я не вижу смысла вязать, но все равно видео до конца смотреться не будет. Вы, когда поймете, как вязать эти листья, и шишечки, и эти вот рельефные дорожки, все, дальше вам уже будет неинтересно, и я просто не хочу тратить ни свое, ни ваше время. Узор несложный. Схема тоже довольно простая, просто, может быть, она для кого-то непривычная. Пустые места – это просто пустые места. Мы на них не обращаем внимания. Схема будет в процессе вязания перед вами. И, как всегда, полностью вся схема будет в конце. А перед вами на экране будет та часть узора, которую мы с вами будем вязать. Мы с вами свяжем часть узора, которая будет состоять из 14 петель в ширину и 18 рядов в высоту. Набираем на спицы 16 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вначале мы провяжем 2 ряда, которые не входят в раппорт узора. Это установочные ряды, и они вяжутся только один раз. Сразу после кромочной мы провязываем 3 изнаночных. Затем лицевая скрещенная. Вот обратите внимание, когда мы набираем петли, у нас они располагаются так, как они лежат при классическом способе вязания. То есть лицевую петлю мы вяжем вот так. В дальнейшем я буду вязать бабушкиными петлями после этого ряда. И уже петли по-другому немножко будут вязаться. Значит, лицевая простая вяжется вот так, а нам сейчас нужно провязать лицевую скрещенную. Мы вяжем петлю за заднюю стенку. Вот так у нас петля развернулась. Далее 3 изнаночных, лицевая скрещенная. 3 изнаночных, лицевая скрещенная. И 2 изнаночных в конце ряда. Во втором установочном ряду и далее во всех изнаночных рядах этого узора мы будем вязать изнаночные петли изнаночными скрещенными. То есть те петли, которые мы вязали лицевыми скрещенными на лицевой стороне, мы будем вязать изнаночными скрещенными на изнаночной стороне. Я с вами провяжу пару изнаночных рядов, а потом вы будете сами уже вязать их. Итак, петли вяжем по рисунку. Это у нас второй установочный изнаночный ряд. По рисунку это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы вяжем лицевыми, а изнаночные петли мы вяжем изнаночными скрещенными. Я вот простую изнаночную вяжу вот так, а изнаночную скрещенную тоже вяжем за заднюю стенку изнаночной петлей. И далее петли по рисунку. Лицевые мы вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными скрещенными. 3 лицевых, изнаночная, скрещенная. И у нас 3 лицевых в конце ряда. Провязали 2 установочных ряда и начинаем вязать узор.
Первый лицевой ряд. 2 изнаночных. И на следующей петле из следующей петли мы вывязываем шишечку. В описании предлагается вывязывать шишечку на спицах. Я на образце вязала шишечки крючком. Я вот больше люблю шишечки, связанные крючком. Давайте я покажу вам, как вязать на спицах шишечку и как вязать крючком. Итак, из одной петли, из следующей вот петли мы вывязываем 5 петель. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И снимаем петлю с левой спицы. Далее поворачиваем работу. И эти 5 петель провязываем изнаночными. 5 изнаночных. Снова поворачиваем работу. Провязываем эти 5 петель лицевыми. И еще раз поворачиваем работу, 5 изнаночных. И 5 лицевых. Вот так должно получиться. И затем нам нужно 5-ю петлю протянуть через 4 петли. Ну, это очень неудобно. Лучше воспользоваться крючком. Ну вот как по мне, это муторно. Протягиваем 5-ю петлю. Возвращаем на правую спицу. И получается вот такая шишечка. Далее вяжем лицевую скрещенную. Вот я теперь вяжу бабушкиными петлями, и лицевую петлю я вяжу вот за заднюю стенку, а лицевую скрещенную тоже за заднюю стенку, но петлю подхватываю сзади и разворачиваю ее. Подтягиваем, чтобы у нас петли не были слабыми. И далее у нас будет 3 изнаночных, по сути, петли по рисунку вяжем, только лицевые скрещенные вяжем, лицевые петли вяжем лицевыми скрещенными. 1 лицевая скрещенная, 3 изнаночных, лицевая скрещенная, 2 изнаночных. Второй изнаночный ряд. Вяжем лицевые петли лицевыми, изнаночные вяжем изнаночными скрещенными. По сути, петли по рисунку. И петли от шишечек мы будем всегда провязывать лицевыми. У нас 3 лицевых в конце ряда. Третий лицевой ряд. 1 изнаночная. И на следующей петле тоже вывязываем шишечку. Но я предлагаю делать это крючком. И быстрее, и, мне кажется, симпатичнее шишечка смотрится. Но смотрите сами, как вам будет удобно. Итак, вводим крючок в петлю на левой спице. Вывязываем воздушную петлю довольно длинную. Вот как будто мы привязали 2 воздушные петли. Вот такую длинную. Затем накид и снова вывязываем петлю. Смотрим, чтобы все петли были у нас одинаковой длины. Полустолбик с накидом. Снова накид и петля. Второй раз накид и петля. 3 полустолбика с накидом. На крючке у нас 7 петель. Через эти 7 петель мы протягиваем рабочую нить, вывязываем петлю и
закрепляем ее воздушной петлей. Хорошо затягиваем, шишечка уже получилась. Далее заводим крючок сзади и подхватываем вот эту петлю ниже лежащего ряда. На крючке у нас 2 петли. И через них мы протягиваем рабочую нить, получаем петлю, которую переносим на правую спицу и хорошо затягиваем. Ну вот, смотрите, есть разница между шишечками. Далее 1 изнаночная. Начинаем вывязывать листок. Накид, лицевая, накид. 3 изнаночных, лицевая, скрещенная. 3 изнаночных, лицевая, скрещенная. 2 изнаночных в конце ряда. Давайте я с вами еще 4-й изнаночный ряд провяжу. Лицевые петли вяжем лицевыми. Изнаночные вяжем изнаночными скрещенными. Накиды мы вяжем здесь изнаночными. 3 изнаночных — это петли листочка. Далее лицевые петли вяжем лицевыми, и петля от шишечки тоже вяжется лицевой. Это надо запомнить. Петли от шишечки вяжем лицевыми. Все. Остальные изнаночные ряды вы будете уже провязывать самостоятельно. Я думаю, что вам понятно. 5-й лицевой ряд. Сразу после кромочной вывязываем шишечку. Показываю еще раз, затем буду показывать в ускоренном режиме. Крючком вытягиваем длинную петлю из следующей петли и провязываем 3 столбика с накидом. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик. Затем через все петли на крючке протягиваем рабочую нить, закрепляем ее воздушной петлей. Эту петлю возвращаем на правую спицу и хорошо затягиваем. И продолжаем вязание. 2 изнаночных, делаем накид, 3 лицевых, делаем накид и далее 3 изнаночных, лицевая, скрещенная. 3 изнаночных, лицевая, скрещенная. 2 изнаночных в конце ряда. В 6-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Изнаночные петли вяжем изнаночными скрещенными. Петлю от шишечки вяжем лицевой. Давайте самостоятельно уже будем провязывать. 7-й лицевой ряд. 3 изнаночных. Делаем накид, 5 лицевых. Снова делаем накид. И далее петли по рисунку. 3 изнаночных, лицевая, скрещенная. 3 изнаночных, лицевая, скрещенная. 2 изнаночных. В 8-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Изнаночные петли вяжем изнаночными скрещенными. Ну и все здесь. И накиды вяжем изнаночными. Шишечек мы не вязали здесь. 9-й лицевой ряд. 3 изнаночных, 7 лицевых, 3 изнаночных, лицевая, скрещенная, 3 изнаночных, лицевая, скрещенная, 2 изнаночных в конце ряда. В 10-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку и не забываем про изнаночные скрещенные петли.
11 лицевой ряд. 3 изнаночных. Начинаем закруглять листик. 2 лицевых, 3 петли провязываем вместе лицевой с наклоном в левую сторону. 2 лицевых. Далее 1 изнаночная, и на следующей петле вывязываем шишечку. Далее 1 изнаночная, лицевая, скрещенная, 3 изнаночных, лицевая, скрещенная, 2 изнаночных. В 12 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Не забываем про изнаночные скрещенные петли и о том, что петлю от шишечки нужно привязать лицевой петлей. Тринадцатый лицевой ряд. 3 изнаночных, 1 лицевая, снова 3 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. 1 лицевая и вывязываем шишечку на следующей петле. Затем провязываем изнаночную петлю и снова на следующей петле вывязываем шишечку. Далее провязываем лицевую скрещенную, 2 изнаночных и снова вывязываем шишечку. Далее у нас будет лицевая скрещенная и 2 изнаночных в конце ряда. В 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Ну, и не забываем про изнаночные скрещенные и про петли от шишечек, которые нужно провязать лицевыми петлями. 15 лицевой ряд, 3 изнаночных, 3 петли провязываем вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Завершили наш листок. Далее будет 1 изнаночная. Вывязываем на следующей петле шишечку. Хорошо затягиваем петли. Далее будет 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 1 изнаночная и снова вывязываем шишечку. Может быть, кому-то покажется, что шишечек слишком много. Можно пересмотреть схему и попробовать уменьшить их количество. Или сделать шишечки поменьше. Допустим, не 3 полустолбика с накидом будем вязать, а 2 полустолбика. Далее изнаночная, лицевая, скрещенная, 2 изнаночных. 16 изнаночный ряд я провяжу вместе с вами 2 лицевые, изнаночная скрещенная, 3 лицевые, изнаночная скрещенная, 3 лицевые шишечки, петля от шишечек вяжем лицевыми. И вот у нас петля от листика, мы провязываем ее изнаночной скрещенной. И у нас будет 3 лицевых в конце ряда. Далее у нас в узоре будет листик уже переходить вот в такую рельефную полоску. 17 лицевой ряд, 3 изнаночных, лицевая скрещенная,
На следующей петле вывязываем шишечку. Далее 2 изнаночных, лицевая скрещенная, снова вывязываем шишечку, 1 изнаночная и еще раз вывязываем шишечку. Далее лицевая скрещенная и 2 изнаночных. В 18 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Изнаночные петли мы вяжем изнаночными скрещенными, петли от шишечек вяжем лицевыми. Ну вот, мы связали часть узора с листьями и шишечками к свитеру из журнала Сабрина. Посмотрите, как красиво смотрится, необычно, рельефно, и как отличаются шишечки, связанные крючком, от шишечек, связанных спицами. Может быть, из 3 петель вязать спицами будет симпатичнее смотреться, но мне вот совершенно не нравится из 5 петель. Я буду очень рада, если вам узор тоже понравился. Здесь у меня пряжа потолще, это полушерсть, в 50 граммах 135 метров. Здесь у меня акрил, в 50 граммах 200 метров. Здесь спицы номер 3, здесь 2,5. Ставьте лайки, если вам понравился этот узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!